Привет, дачники! Всегда хотела быстренько сварганить какой-нибудь ящик для инструментов, потому что я их постоянно таскаю, то на улицу. Путь на второй этаж вообще очень длинный. Вот и все это таскаю на руках. В принципе, вот такая вот куча у меня сейчас есть фанер, потому что я сейчас делаю шкафчик для инструментов, опять же, и для всяких бытовых штук, которых просто миллион в хозяйстве. Сейчас дам вам немножечко подглядеть, чуть-чуть, одним глазочком. Вот там 3 отделения, вот такой высокий, все, больше нельзя смотреть. Размеры буду, конечно, подбирать по собственным инструментам. В общем-то, мне свои инструменты здесь таскать. Самое длинное это вот этот молоток. Это еще отцовский молоток, я его люблю, он полностью из железа. Не знаю, наверное, ни на что на него не применяю. Очень тяжелый, классный, удобный, простая вещь. Люблю его. Длину своего ящика я определю вот по этому молотку. Где у меня ручка? Вы спрашиваете, почему я ручкой рисую, не карандашом? Ну, потому что мне нравится так. Вот надо вам прикопаться по всякой ерунде. Почему у меня все время пропадают вещи? Любые инструменты, любая мелочь, я вечно их ищу. Вот она. Итак, ну где-то вот так. Сам молоток 41. Может 45 сделать? Клевое число 45. Но у меня будет... Нет, 46. 46. Насколько у меня пузатый будет ящик, сложно сказать. Может быть, чуть-чуть поуже или так же сделать. В процессе, конечно, все размеры немножечко переигрались, поэтому картинка со всеми размерами будет в конце ролика. Оденем очечи, а то опилки летят в разные беспорядочные стороны. Представляете, у меня пилка сломалась об фанеру. Пилка фирмы Bosch. У вас такое случалось? Вот и боковинки готовы. Вот у меня готовы 2 высокие половинки. Сейчас я что-нибудь придумаю, чтобы они у меня получились плавными. Просто треугольник не хочется. Сейчас что-нибудь накалякаем. О, ручка сразу нашлась, это странно. В итоге я передумала здесь делать вот так вот плавненько. Мне начало это напоминать обычную разделочную доску. Вот сделаю здесь все-таки ровно. Тут немножко просто закруглю, вот тут и вот здесь. А тут я вырежу звездочку. По старой схеме, чтобы что-то вырезать внутри деревяшки, нужно нам просверлить сейчас сверлом на 10 дырочку, чтобы туда вошла пилочка. Как мило. Вообще сначала поточнее звездами рисую, а то оно получится очень криво. Приложили, взяли ручку, оп, вот так, и звездулю тоже внутри обведем.
всякие некрасивости и неровности можно, в принципе, зашкурить все шкурочкой разной. Но раз у меня есть машинка, я немножечко, буквально чуть-чуть. Мы же не на выставку выставляемся. С острым носиком очень удобно подлазить под всякие щели. А теперь я свой ящик покрашу в белый цвет. Тю, скажете вы, он же будет пачкаться. Вот вы свой ящик в черный красьте, а я свой хочу белый. Это акриловый лак для внешних и внутренних работ. Он сохнет очень быстро, особенно если обогреватель на него наставить. Вот у нас есть все детали. И мы сейчас приступим к сборке. Конечно же, мы про ручку-держалку не забыли. Это кусок черенка, или как они там строительных называются. Мы уже по месту померяем, какой нам нужен размерчик ручки. Прикрутим и большим саморезом покрасим, конечно. Теперь нам осталось померить нашу палочку, сколько нам надо отрезать. Прям вот так вот. Сейчас посмотрим. Наверное, не залезет. О, залезла. Сейчас мы померяем, сколько нам. Как увидела ящик, и он сразу понравился, она в восторге от этих звездочек, от исполнения, и сразу захотелось насувать сюда цветочков. В общем, придется сделать и для мамулика подобный ящичек, но только для декоративных дел, для всяких разных цветочных красивых композиций. Только я сделала боковинки из речки, вот такие две, вот, и соответственно будет он попузатей и покороче. Вот, придется еще наделать. Когда будет время? Нет времени вообще. Ни на что нет времени. Нет времени. Блин, мало времени.